Привет, с вами Андрей. Сегодня вкратце пробежим теорию, что у нас, получается, обновилась в версии 2.4.0. И также пробежим по тринкам, чтобы вы тоже были в курсе. Я подготовил эту информацию для вас. Вот. Собственно, скачать версию можно, собственно, по соответствующей ссылке. Ссылку я предоставлю в описании под видео. Что, собственно, нового в версии? Появилась новая категория безделушки. Они направлены на настройку переменного игрового процесса, чем предоставление прямой силы или полезности. Есть и также множество небольших дополнений и изменений, особенно в дуэлянте и алхимии. Дуэлянт, конечно. Обязательно проверьте экран изменений для получения полной информации. Мы его посмотрим. Об этом говорил в предыдущих публикациях блога. Вот полный список изменений для версии 2.4.0. Ну, собственно, мы его чуть позже посмотрим. Нажмите, коснитесь каждой записи, чтобы прочитать больше. Обратите внимание, что это изменение может немного устареть по мере выпуска патчей. Проверьте экран изменений в игре, чтобы найти самую последнюю версию. Новый контент, комментарии разработчиков, безделушки, новые номера, больше праздничных товаров. Изменение способности дуэлянта, изменение алхимии, изменение талантов. Разные изменения, исправление ошибок. Бафы. Изменение способности оружия, усиление алхимии, чары призраков, кузнецов, нерф и алхимия. Что будет дальше, покажет время. Собственно, версия будет 2.5.0 следующая, поэтому я думаю, все и так понятно будет. Давайте посмотрим, что конкретно по тринкам, собственно, нам Эван приготовил, разработчик игры Shutter Pixel Dungeon. Давайте сразу переведем, чтобы вам было более понятно. Собственно, после некоторых сбоев в феврале и в марте Shutter Pixel Dungeon 2.4.0 наконец-то готова к бета-тестированию. Чтобы узнать больше, нажми о том, что будет в этом обновлении. Брелки. Основным контентом версии 2.4.0 является совершенно новая категория предметов безделушки. Безделушки производятся и улучшаются с помощью алхимической энергии и больше предназначены для настройки переменного игрового процесса, чем для придания прямой силы полезности. Ищите магический катализатор на ранних этапах игры. Вы можете использовать этот катализатор и немного алхимической энергии в алхимическом горшке, чтобы изготовить безделушку. Между каждым прохождением вы получите 3 разных безделушки. Если у вас есть брелок, его эффект будет пассивно действовать до конца вашего забега, если вы не решите его выбросить. И его можно будет улучшить, используя больше алхимической энергии. При этом при плюс 0 большинство эффектов аксессуаров достаточно незначительны или едва заметны. Но их можно сделать более ощутимыми, либо выраженные при повышении до максимума при плюс 3. Все эти эффекты заключаются в небольшом смешивании переменных прогонов. Вы можете чаще встречать редких врагов с помощью крысиного черепа, находить экзотические зелья, свитки вместо обычных с помощью экзотических кристаллов, наносить максимальный или минимальный урон с помощью 13-листного клевера, чаще встречаться с чарами и проклятиями с помощью пергамента. Сбрасывайте мусор или чаще сталкивайтесь с видимыми ловушками и пропастями с помощью механизма ловушек. Я планирую к этому моменту выхода версии 2.4.0 в общей сложности добавить от 10 до 12 безделушек. Их будет 11. Я надеюсь, что безделушки добавят еще один уровень разнообразия в каждый запуск, делая игру более свежей и разнообразной, не меняя ее настолько, чтобы нарушить обычный игровой процесс. В общем, в будущем будет много места для дополнения дополнительных безделушек, что еще больше запутает ситуацию. Изменение алхимии. Помимо безделушек, в версии 2.4.0 включает изменения в себя существенные изменения в системе алхимии. Алхимические и тайные катализаторы полностью удалятся в пользу рецептов, требующих больше энергии, что делает рецепты более гибкими, упрощая процесс создания
множество предметов, фактически не изменяя стоимость создания чего-либо. На самом деле стоимость создания очень сильно изменена, причем она изменена в большую сторону. Многие рецепты также претерпевают и небольшие и большие изменения баланса, в основном усиления. Мы надеемся, что эти изменения продолжат отталкивать систему алхимии от излишне сложных рецептов к ее первоначальной цели. Предоставить игрокам больше контроля и выбора, когда дело доходит до расходуемых предметов. Мне жаль, что в результате этого сами рецепты алхимии становятся менее подробными. Но на данный момент для меня совершенно ясно, что система алхимии работает лучше всего, когда она оптимизирована и убирает с дороги как можно быстрее. Способности оружия дуэлянта. Я вношу некоторые небольшие изменения в дуэлянта, немного уменьшая скорость зарядки его способности, но также усиливая способности по всем направлениям. Каждая способность оружия стала сильнее. Была изменена механика и уменьшена ее скорость заряда. Цель здесь состоит в том, чтобы способности были доступны реже, но при этом намного более эффективны, когда игрок их использует. Это лучше соответствует их природе в качестве дополнения к оружию. У которого уже есть атака по умолчанию, имеющая неограниченную доступность. Я ожидаю, что это будет как намного сильнее, так и намного... Я ожидаю, что это будет как намного сильнее, так и на самом деле тоже будет сильнее. Описание, конечно. Я также воспользуюсь случаем, чтобы немного упростить чемпиона. Два ее оружия теперь будут иметь один и тот же счетчик заряда, но с большим пределом заряда и большей высокой скоростью заряда. Талант вторичного заряда также заменяется новым талантом, который вознаграждает за использование различных способностей оружия еще более усилением заряда. Мы надеемся, что это сделает чемпиона менее утомительным в использовании, но при этом поощрит разнообразие и частое использование способностей оружия. Дополнительный контент. И, конечно же, в версии 2.4.0 есть множество мелких изменений и дополнений. В частности, я добавил новый тип стандартной комнаты в каждый из 5 регионов подземелья, а также добавил 2 новых варианта входа и выхода в каждый регион. Эти новые комнаты еще больше увеличат разнообразие уровней и существенно сокращают количество пустых комнат. Я добавил вторую партию новых праздничных предметов для мероприятий, которые состоятся позднее в этом году. Ожидается увидеть праздничные замены корнуоллскому пирогу во время Нового года, но скорее всего, Хэллоуин, имеется в виду, Нового года или какой-нибудь День Благодарения. Но факт в том, что день рождения как Шаттер, так и оригинального Pixel Dungeon. Я искал информацию, но так и не смог найти, когда все-таки день рождения у Шаттер. В дополнение к настройкам талантам дуэлянта я также изменил некоторые менее популярные таланты Т1. Воин и маг получили новый талант, увеличивающий урон. А талант разбойника с запасами пайков был изменен. Собственно, вот. Также давайте сразу же посмотрим по тринкам, собственно, какие изменения. Ссылки я все оставлю в описании, чтобы вы могли сами посмотреть, если вы что-то не поймете. Собственно, сами брелки. Брелки — это предметы снаряжения, которые вместо прямой силы дадут модификаторы. Они могут влиять на генерацию уровня, появление предметов и другие аспекты прохождения. Часто как положительное, так и отрицательное. Получение. Чтобы получить брелок, нужно найти магический катализатор и превратить его в конкретный брелок с помощью алхимии. Этот процесс состоит из 6 энергий и позволяет вам выбрать из 3 случайных безделушек. Хотя найти можно дополнительные безделушки невозможно, вы всегда можете превратить свой брелок в другой с помощью свитка трансмутации. Свиток трансмутации делается из свитка превращения. Но свиток превращения крайне редкий.
Этот шар волшебный золотой пыли мерцает во тьме подземелья. Этот катализатор можно использовать в алхимическом котле, потратив немного алхимической энергии, чтобы создать уникальную безделушку. Безделушки дают различные эффекты, которые слегка изменяют подземелье или его обитатель. Безделушки можно лучше добавив еще больше энергии, чтобы сделать их эффект более мощным, или выбросить, чтобы полностью отказаться от эффекта. Обновление. Улучшить безделушки можно с помощью алхимии за счет энергии. На них невозможно использовать свиток улучшения. Уровень всех аксессуаров ограничен +3. Но стоимость каждого улучшения варьируется в зависимости от аксессуара. Обычно от 6, 8, 10 энергии. Список безделушек. На данный момент присутствует 11 безделушек. Поскольку их невозможно идентифицировать, вы найдете их только в каталоге товаров. Это портативные солнечные часы. Это маленькие портативные солнечные часы, каким-то образом способные отбрасывать тени в глубины подземелья. Даже если вы не держите их вертикально, еще более странно, что и положение тени похоже, что не имеет никакого отношения к Солнцу в этом мире. Когда тень не отбрасывается, кажется, что солнечные часы привлекают опасность. На текущем уровне этот аксессуар увеличит появление врагов на X%, когда в реальной жизни наступает ночь с 9 до 7 утра. На самом деле это очень жестоко. Для улучшения этой безделушки требуется мало энергии. Собственно, стоимость указана. Экзотический кристалл. Эти маленькие розовые кристаллы имеют ту же формулу, что и кристалл алхимической энергии. Хотя их нельзя использовать напрямую для получения энергии, они, похоже, каким-то образом влияют на зелье кристалла, которое вы найдете. На текущем уровне этот аксессуар заменит X% выпадающих зелий или свитках их экзотическими эквивалентами. Это не влияет на зелья силы, свитки улучшения и предметы, которые создаются для прохождения опасных комнат. Собственно, формула указана. Глаз Ньюта. Это золотисто-черный глаз тритона. Обычный ингредиент требует превращения в безделушку. А теперь превращенный в безделушку. Кажется, что глаз ухудшает ваше зрение в обмен на то, что позволяет вам видеть вещи другими способами. Шикарный предмет. Это, я думаю, будет один из самых сильных предметов. На текущем уровне этот аксессуар уменьшит дальность обзора вашего персонажа на X%, но даст вам мысленное зрение врагов на клетках Y. На самом деле это очень шикарное. Ментальное зрение, оно шикарное. Но проблема в том, что лишает вас обычного зрения, но, например, для охотницы, но опять же, охотница, скорее всего, не сможет взаимодействовать, но все же талант шикарный. Точнее, безделушка шикарная. Мыслевидение этого аксессуара не сочетается с талантом острые чувства. Острые чувства присутствуют как у мага, так и у лучницы. Ну, охотницы, будем так ее называть. Поэтому сложно сказать, какой конкретно талант Эван подразумевал, надо будет посмотреть в английской версии. Мимический зуб. Это большой острый зуб и должен быть вырван у несчастного мимика. Похоже, это влияет на имитацию подземелья, делая их более частыми и опасными. На текущем уровне аксессуар делает все виды мимиков X более распространенными, что делает их гораздо труднее обнаружить и даст каждому этажу Y% шанс содержать мимика из черного дерева. Стоимость энергии, собственно, множитель имитации мимика и шанс имитации эбентового дерева. То есть количество мимиков будет просто огромное, судя по всему. Жесть. Кажется, что этот комок мышиный комок. Кажется, что этот комок мокрого мха удерживает влагу, как бы сильно вы его не сжимали. Кажется, что он магическим образом привязан к самому подземелью, из-за чего трава и вода появляются с большей вероятностью. На текущем уровне этот аксессуар заставит X% больших полов заполниться водой или травой. На самом деле это шикарная безделушка. Почему? Потому что вода в большинстве случаев это ваше спасение, особенно если у вас есть руна воды.
А трава, она для охотницы это прям жизненно необходимая вещь. Ну и плюс для других персонажей тоже. Особенно если вы играете без испытания травы, это шикарно. Точнее, без испытания росы. Вот эта безделушка шикарная. Для улучшения этой безделушки требуется очень большое количество энергии. Ну, если быть точным, 6, 10, 15, 20, то, в принципе, это большое количество, действительно. Обрывки пергамента. Это маленький кусочек пергамента выглядит так, будто взят из свитка. Он сохранил часть своей магии и, похоже, влияет на оружие и доспехи, найденные в подземелье. На текущем уровне этот брелок создаст чары и символы XX обычными, а проклятия на оружие и доспехи делают такими же обычными. Проклятия на жезлах, кольцах или артефактах не затрагиваются. На самом деле, вот это тоже хороший брелок. Почему хороший? Потому что, по сути, он снимает проклятие. Ну, как объяснить? Он, получается, снимает проклятие с оружия и доспехов. То есть вы можете смело одевать оружие и доспехи. Обратите внимание на шансы улучшения. Для улучшения этого аксессуара требуется умеренно большое количество энергии. Шанс снятия проклятия на плюс 3, просто множитель проклятия отсутствует. То есть, по сути говоря, проклятие будет снято, а шанс зачарования возрастет. То есть это, по идее, если человек играет через магию, кольцо волшебства, то есть вот эта вот безделушка, она шикарно зайдет. Безделушка, напомню, называется обрывки пергамента. Окаменевшее семя. Это семя окаменело либо в результате медленных геологических процессов, либо по волшебству. Семя, похоже, магическим образом влияет на флору подземелья, иногда заменяя семена растений руническими камнями. На текущем уровне этот аксессуар будет заставлять вытаптываемую траву выпадать рунические камни вместо семян в X% случаев, а также заставит высокую траву выпадать предмета из Y% чаще. Вместе с предыдущим, одним из предыдущих, где респаун травы увеличивается, вот это вот рунические окаменевшее семя, это будет одним из самых шикарных предметов. Понятно, что шанс подмены небольшой, ну то есть вы, получаете, вместо семян будете получать рунические камни, что иногда может быть очень полезно, особенно если вы играете не через семена, а через рунические камни. Рунические камни – это те предметы, которые вы получите, когда распилите свиток в алхимическом котле. Он получается, в большинстве случаев, с одного свитка получается 2 рунических камня. Вот. Крысиный череп – это жуткая безделушка, немного больше черепа обычной крысы. И в этом подземелье почему-то является редкостью. Магическое влияние черепа, кажется, привлекает более редких обитателей. Подземелье заставляет их появляться гораздо чаще. На текущем уровне эта безделушка увеличит появление редких экзотических врагов на XX. Однако лишь в половину менее эффективен в привлечении хрустальных мимиков и бронированных статуй. Ну, я думаю, понятно, что бронированные статуи, как и мимики, это другая безделушка которая отвечает за мимиков. Потому что бронирование на статую, по сути, это мимикрия. А, собственно, хрустальные мимики, я думаю, тоже понятно, что это мимикрия, потому что, на самом деле, хрустальный мимик, он шикарный, потому что вы, по сути, в комнате вместе с хрустальным мимиком лутаете 2 предмета, которые у вас присутствуют. Поэтому хрустальный мимик, он, конечно, если вы сможете убить его. Ну, поэтому хрустальный мимик шикарен. 13-листный клевер. Каким-то образом тушение в алхимическом котле привело к тому, что у этого клевера выросла куча дополнительных листьев. Не совсем понятно, удачная ли эта безделушка или невезучая. Возможно, эта безделушка сделает вашу удачу более хаотичной. Обычно при нанесении или блокировании урона в игре чаще встречаются числа, близкие к среднему. На текущем уровне этот брелок имеет X% инвертировать это, увеличивая вероятность появления чисел, близких к максимуму либо к минимуму.
для улучшения безделушки требуется очень мало энергии. Сложно сказать, насколько она эффективная, потому что инвертация, опять же, работает рандомно. И вы, по сути, с помощью прокачки этой безделушки, она также будет работать рандомно. То есть вы, получается, как написано в описании, там изначально средние числа падают. А если вы, как говорится, прокачаете безделушку, у вас будет и средний, точнее, и максимум, и минимум. То, что максимум, это, конечно, шикарно. То есть вы можете весь урон заблокировать полностью. Ну, а если минимум сработает, вы получите огромных люлей. Причем тут никак это не сделать так, чтобы он работал именно, как говорится, нормально. Поэтому, мне кажется, средняя конвертация урона будет все-таки более эффективна, чем максимум и минимум. Почему? Потому что, ну, не столько эффективно будет. Продолжаем двигаться дальше. Механизм ловушки. Основной механизм из ловушек подземелья тщательно вырезанный из полы. Чтобы его можно было носить с собой. Кажется, он магическим образом связан с самим подземельем, что делает местность более опасной для вас, жителей подземелья. На текущем уровне аксессуар заменит X% обычных этажей, заполнит их ловушками и пропастями. А по поводу ловушек, в принципе, неплохо, но проблема в том, что если их ловушек огромное количество, они вам же могут и мешать, то есть вашему прохождению могут мешать. Но опять же, если там вот те же пропасти, если у вас есть контроль через пропасти, то есть, например, ударная палочка взрывной волны, там руна отталкивания, не знаю, те же цепи, как артефакт, то это шикарное, то есть, получается. Но, опять же, а в обычном этапе она бесполезна, потому что слишком много ловушек, это вредит персонажу. Ну, конечно, в теории можно было бы сыграть от ловушек. Кстати говоря, открывает еще один вариант возможности прохождения через тринкет, через ловушки. Чисто играть на ловушках. Но, опять же, тринкет нужно еще прокачать, то есть нужно еще, грубо говоря, 6-6. 8-10 энергии. Это по улучшению по уровням имеется в виду. С нулевого и пошел вверх. Вот. Чудесная смола. Это мерцающая синяя смола, которая содержит в себе эквинтэссенцию магии, проклятой палочки. Магия алхимического поста. Похоже, несколько стабилизировало ее и теперь влияет на ваши палочки. На текущем уровне этот аксессуар заставит эффекты проклятой палочки стать нейтральными или положительными в X% случаев, а непроклятые зелья будут выпускать дополнительный проклятый заряд в Y% случаев. Для улучшения этого аксессуара требуется умеренно большое количество энергии. Что касаемо, собственно, этого, ну, в принципе, сложно сказать. Ну, в принципе, кто играет через палочки, я думаю, это будет актуально. Потому что, ну, большинство людей играют через палочки. Исключение есть какие-то челленджи, испытания и так далее. И поэтому, я думаю, эта чудесная смола будет актуальна в любом случае. Но обратите внимание на ее стоимость. Это прям огромное количество. Это 6, 10, 15, 20. Это прям очень большое количество. Вот, собственно, это то, что я хотел вам рассказать. Собственно, мы с вами познакомились с обновлением 2.4.0. И, собственно, вкратце поговорили про тринкеты, что они делают, как их, собственно, улучшить и какие статы они дают. Все, всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем